Вот, в общем, как-то так. А что касается войны, вот я на прошлом стриме же сказал, то, что война... Опять-таки, это философски, если так подумать. Вот смотрите, да? Ну, война – это такая драка на макроуровне, да, получается. Вот, допустим, люди общаются, и потом они дерутся. Почему они дерутся? Когда уже другие методы все исчерпаны, и вот происходит драка, да? Ну, конечно, можно драться за деньги, но, как правило, все равно дерутся за что-то, да? За какие-то принципы, установки, за идеи, за вот что-то вот, какая-то борьба происходит. А представьте вот этот мир в будущем, когда все войны исчезнут. И вы, наверное, очень часто слышали такую вещь, как «когда все войны исчезнут, когда наступит мир на земле, и, наконец-таки, воцарится утопия». Вы знаете, я так думаю, ну, я недавно к этому только пришел, что, скорее всего, этого не получится. Представьте этот мир. Что значит нет войн? То есть вот это получается, вот, допустим, весь мир выстроился в одну пирамиду, в одну систему управления, правильно? Вот, как сейчас Европа, там, да, Евросоюз. И представляете, это в каждую страну потом пришло, там, Белоруссия, Россия, там, начиная от Омска до Вашингтона, везде одни и те же корпорации, везде одни и те же правила. Это одна такая длинная цепочка. Естественно, никто ни с кем не будет воевать, потому что это одна мега-глобальная корпорация. Кто там будет воевать? С кем? И мне кажется, очень многие люди не понимают, что когда остановятся все войны, мы не придем семимильными шагами в утопию, а наоборот, это, скорее всего, будет означать некий такой закат человечества. Потому что когда люди воюют за что-то, это значит еще что-то, какие-то существуют разногласия, что-то в мире делится, что-то оспаривают. Какие-то принципы есть, взгляды, какие-то столкновения цивилизаций, культур. Да, конечно, в личном плане это всегда трагедия, оторванные конечности и так далее. Никто об этом не спорит, речь ведь не об этом. А я как бы сужу с такой макропозиции вообще в итоге, вот, понимаете? Что будет, если прекратятся все войны через 300-400 лет? Ну, по сути, мы придем к системе рабства, системе единого подчинения. Не будет никакой альтернативы, значит, и все. Да, короче, ладно. Хрен с ним, сейчас опять не поймут, скажут: «Бля, ты чё гонишь, бля, какие войны, ебать?» Поэтому я давно принял тот факт, что это неизбежная природа человечества. Человеку нужна борьба. Вот в истине проявляется, вот в борьбе проявляется истина, правильно? Ну, надо принять жизнь таковой, какая она есть. Ну вот Швеция не воюет уже 500 лет, и что там произошло? Мужиков-то нет, маскулинность отсутствует напрочь. Вот, даже как этот интересный эксперимент, блин, назывался, забыл, с крысами, который проводился, когда построили вот этот идеальный город мышей на Западе, то ли в 60-х годах, то ли в каких. И в итоге через несколько, у которых был безграничный доступ к еде, к ресурсам, никаких там не было, вот, никакой грызни между мышей. И в итоге через несколько поколений мыши полностью вымерли, вообще абсолютно. В отсутствии какой-то борьбы, в отсутствии вот этих факторов, как там, да, война за выживание, там, междоусобицы и так далее. Поэтому, ну, Вселенная 51, не помню название. Так что война, вот, мне всегда как-то вот это коробило, знаете, да, конечно, война, кому нравится война, но когда вот, когда в мире не будет войны, вот, человечество надеется, что мы придем в такую утопию, а по факту хер его знает, куда мы придем, если вообще не будет войны. Если не за что будет воевать, некому будет воевать, если не будет никаких принципов. Это просто будет, по сути, общество роботов, да, каких-то. Такое тихое рабство такое, знаете, каждый свои функции исполняет. Поэтому война это тоже, блин, знаете ли, элемент. Вот поэтому я сказал вчера: война это охуенно. Вселенная 25. Возможно, глобалисты зло, но я считаю, лучше худой мир, чем постоянные войны.
Ведь все мы от единого разума пришли, и все туда зажрёнемся. Что нам тут делить? Надо адекватно всем в мире жить. Поэтому снимаем штаны, поворачиваемся, подставляемся и добровольно вступаем в ряды глобального рабства. Потому что я считаю, лучше худой мир, чем война.